Всем привет! Вы на канале Саша Таня Лайф. Это канал о нашей жизни, путешествиях, а также здесь мы делимся с вами полезной информацией. В сегодняшнем видео мы вам покажем и расскажем о потрясающе красивом городе Батуми, а также это видео можно назвать гайдом для туриста, так как вы узнаете, какие места посетить самостоятельно, что посмотреть, где сделать много красивых фото и при этом никуда не уезжать. И прежде чем мы начнем, пожалуйста, поставьте лайк этому видео, тем самым вы поощрите наши старания и поможете развитию нашего канала. И обязательно досматривайте до конца. Первое, с чего стоит начать прогулку по Батуми, это площадь Европы. Здесь можно оценить элегантную архитектуру 19-20 века с небольшими пристройками 21 века. Если вы смотрели наши предыдущие видео, то наверняка заметили, какой контраст с Батуми и как сочетаются старые и новые постройки. Мне очень нравится это разнообразие. Прямо здесь же расположена статуя Медеи. Красавица стоит высоко и держит в руках золотое руно, которое считается символом процветания и славы Грузии, а на пьедестале выгравировано изображение корабля «Арго». Я не стану сейчас перечитывать вам всю Википедию, и если вдруг кому-то станет интересно, можете почитать историю про Медею и золотое руно, а мы сюда пришли наделать фото и полюбоваться площадью. После того, как сделали здесь фото, отправляемся к фонтану Нептуна. Дойти можно не спеша за 4 минуты. Кстати, ссылочки все на Google Maps на все локации я прикреплю к описанию к этому видео. Фонтан Нептуна расположен напротив Батумского драматического театра. Вокруг есть лавочки, где можно присесть покурить, полюбоваться. Вся композиция состоит из 4 русалок, фонтана и позолоченного Нептуна в центре с его божественным жезлом. Чтобы сделать красивые фото без окружения толп людей, лучше приходить во все эти места утречком пораньше. Ну вот наши фото готовы, и мы отправляемся на площадь Пьяцца. Дойти можно по этой улочке за 6 минут. Площадь Пьяцца – это по сути фудкорт с живой музыкой. Когда-то сюда приезжали знаменитые певцы, сейчас выступают в основном местные музыканты. В дневное время здесь тихо, все выступления в основном в выходные дни и по вечерам. Зато днем здесь можно оценить красоту самой площади. Мозаика на площади считается самой большой мраморной фигуративной мозаикой в Европе. Как говорит Википедия, центральный внутренний круг представляет собой формальную композицию, которая состоит из 5 женских фигур. Эти фигуры изображают женское милосердие морских богов, которые одеты в одежды разного цвета – красный, синий, фиолетовый, розовый и зеленый. Каждый цвет соответствует характеру персонажа. Но, к сожалению, я эту информацию узнала на момент, когда уже монтировала это видео, так что не судите строго, снято кверх ногами. После того, как сделали здесь фото и оценили всю красоту, можно отправиться дальше. На голодный желудок гуляется так себе, так что мы решили отведать классической грузинской кухни в очень уютном тихом ресторанчике неподалеку от площади Пьяцца. В качестве завтрака отлично зашли хинкали с говядиной и бокальчик кинзмараули. Самое лучшее с утра – это глоточек кинзмараули. Ну или не один. Это, господа, хинкали. Я много где попробовал, но вот именно тут мне больше всего понравилось. Не знаю, как правильно их кушать, но я люблю надкусил
Выпил вкуснятину, потом вот так вот открываешь ее. Мне так больше всего понравилось. И туда вот наливаешь сацебели. Немножечко, для вкуса. Так, а теперь... Попку кушать не обязательно, только если совсем голодный. У меня утро, я уже не совсем голодный. Говорят, утро добрым не бывает. Хороший завтрак помогает. Продолжаем. После того, как насладились вкусным вином и грузинской кухней, отправляемся в сторону пляжа. Обустроенная береговая линия, мощеная брусчатка считается самым длинным бульваром в Европе. Здесь есть и пешеходная часть дороги, и дорожка для велосипедов и скутеров. Для тех, кто не любит много ходить, можно взять в аренду электрический скутер и проехать вдоль всего бульвара. Аренда такого транспорта обойдется в 20 лари за полчаса. Также вдоль всего берега можно проплыть. Прогулка по Черному морю вдоль берега на пароме обойдется 20 лари с человека и займет полчаса. А еще вариант морской прогулки – аренда яхты, которая обойдется в 120 лари за всю яхту. И, как нам сказал капитан яхты, с которым Саша успел познакомиться, покататься можно в любое время суток, ночью даже устроить романтик. А днем иногда удается встретить дельфинов в море. Ну а мы продолжим нашу пешую прогулку вдоль берега. Следующее, что привлекает внимание, это движущаяся металлическая статуя Али и Нино. Как говорит Google, автор при создании этой красоты вдохновилась одноименным романом об истории любви грузинской девушки Нино и азербайджанского юноши Али. А в народе эту скульптуру часто называют статуей любви. Парень и девушка движутся по кругу и раз в 10 минут сходятся, будто сливаясь в поцелуе. Далее еще одна достопримечательность Батуми – это башня Алфавит, которая расположена рядом с маяком. Это достопримечательность, на которой расположилось 33 буквы грузинского алфавита, а наверху обзорная площадка. Пройдя еще немного по бульвару, мы добрались до пляжа. К сожалению, песка здесь нет, который я очень люблю. Здесь пляж состоит из гальки, но зато есть удобства для желающих поплавать, такие как раздевалка и душ. Пока мы гуляли, погода изменилась и ощущение, что скоро начнется дождь. Так что загорать сегодня уже не будем. На этом сегодняшняя обзорная экскурсия подходит к концу. Если вы еще не поставили лайк и не подписались на наш канал, обязательно сделайте это сейчас, дабы не пропустить наши новые интересные и полезные видео. Ну что ж, до новых встреч, всем пока!